Всем привет! Вероятнее всего вы знаете этого усатого итальянского водопроводчика. Небольшое введение. Марио – одна из самых популярных 8-бит игр от компании Nintendo, жанра платформер. Центральный персонаж игры – итальянский водопроводчик Марио, который путешествует по выдуманному миру, преодолевая различные препятствия. Видеоигра за историю своего существования превратилась в одну из самых больших медиа-франшиз, которая имеет много спин-оффов и других игр. Впервые Mario 8-бит появился в игровом автомате в 1981 году под названием Donkey Kong. Тогда его звали Jumpman, и он был плотником, а не водопроводчиком. В 1983 году мир увидел первую игру с водопроводчиком Марио, которая была предназначена для игрового автомата. Название Mario Bros закрепилось, а к главному герою добавился брат Луиджи. Позже игра была адаптирована для домашних компьютеров и игровых платформ. Полная концепция игр была сформирована в Super Mario Bros. В 1985 году, которая вышла для консоли Nintendo абсолютно эксклюзивно. Именно в этой игре появилось Грибное Королевство, отрицательные персонажи, принцесса, Пич и Тодд. По геймплею в игре 8 миров, каждый из которых состоял из 4 уровней. Классический Марио обладал способностью разбивать кирпичики, получать призы, прыгать на врагов и также получать бонусы и монетки. А в игре Fiery Mario герой имеет способность метать огненные шары. Позже в серии игр появился сюжет, где Марио должен спасти принцессу и освободить Грибное Королевство. В каждом из миров на последнем уровне милый водопроводчик оказывается в замке, сражается с главным врагом, но принцессу находит лишь в самом конце. Почти все игры про Марио изначально выходили только для Nintendo, но потом эксклюзивность прав разделили игровые консоли Philips, а игра Mario is Missing появилась для DOS. В России большинство пользователей познакомились с Марио на Dendy, консоли с кассетами и джойстиками, популярными в 90-х годах. Если говорить о доходах от продажи игр, то уже в 1993 году лишь в Японии было продано 4 миллиона кассет, а в США более 7 миллионов копий. Прибыль составляла более 500 миллионов долларов. Как самая популярная и продаваемая игра Марио был занесен в книгу рекордов Гиннесса в 2008 году. Вот такая небольшая историческая справка получилась. И вообще история очень обширная и объемная, что я даже не смогу обо всем этом рассказать так сразу и быстро. Но ваша активность под видео может мне дать понять, хотите ли вы этого. Разумеется, вселенная игр по Марио повлияла на субкультуру видеоигр. И многие разработчики начали вдохновляться этой прекрасной концепцией. Так, датская студия Just for Breakfast, по-русски снаряжение для завтрака, выпустили в свет игру под названием Ahead in Time. 3D-платформер, схожий с Mario Odyssey. Именно на эту игру мы с вами сегодня и посмотрим. Игра начинается с того, что маленькая девочка мирно спит в кроватке, и мужской голос будет ее так, что она аж подлетает к потолку и приземляется лицом в пол. Ставь лайк, если просыпаешься так же! Если что, эту дорогушу зовут Headkit. Да, именно так. Но я буду выражаться мягче. Headkitка. Ставь лайк, если тоже не высыпаешься! Живет Headkitка, как все обычные люди на космическом корабле. Вы просто зацените этот бассейн с подушками. Вообще, в целом, достаточно уютная обстановка в комнате. Подойдя к шкафу, мы его морально унижаем, или он нас морально унижает, говоря, что мы носим лишь один костюм, из-за чего в нем полно места для скелетов. Присев на стул, время и пространство как будто замирают. Кстати, залетайте на мой второй канал со стримами. Там мы вместе проходим, или уже прошли, но записи остались, Ahead in Time. Буду очень рад вас видеть на моих стримах. Далее мы бежим по красивому коридору и попадаем в центр управления кораблем, то есть в его главную часть. Но я, как самый здравомыслящий человек на Земле, решил, что первым делом нужно попинать робот-пылесос и покататься на нем. Кататься, кстати, довольно весело. После нехитрых катаний на робопылесосе идем к огромному телевизору, на котором показывается то, что у нас 40 из 40 песочных часов, и что мы почти что долетели до дома. Ну типа home с английского дом, ну мало ли кто-то не понял.
Вот вам фото с переводчика для доказательства. Проверяйте. Ля важный. Бумажный. Скример долбаный. Судя по всему, к нам уже ломится ФБР за лоликонство. А вы думали, вас в космосе не достанут? Но я, как самый порядочный гражданин, гражданка, первым делом открою дверь. А нет, обманул. Лучше посидеть на подушке и повтыкать в меню игры. Блин, HeadKitка так мило ничего не делает. Я просто в шоке. Вам тоже нравится, как лейкоциты поедают бактерии под Линкин Парк? Лично я ловлю с этого максимальное удовольствие. Кайф. В итоге, все-таки спустя 12 суток и 120 съеденных уток я открыл молодому человеку. Он нам говорит, что даже в космосе мы должны платить налоги. В космосе, Карл! Мужик начинает открывать нашу дверь, но мы ему не даем этого сделать. Но дурачок, чисто глупый Homo sapiens, решает устроить нам разгерметизацию путем разбития стеклянной стены. Вместе с нами разлетаются песочные часы, которые служат в нашем космическом корабле топливом, и в дальнейшем нам предстоит собрать их все. Нас встречают с распростертыми объятиями первый акт первой главы. Упали мы с вами на город мафии, кстати. Наша задача заключается в преследовании усатой версии Красной Шапочки. Видимо, и такое бывает. Жду, когда в нашей реальности будет модно носить усы девушкам, а мужчинам брить ноги и красить губы. Так, стоп! А второе ведь уже... Да неважно. Попутно за основной миссией на довольно крупной карте мы можем собирать различные интересные штучки и решать некоторые задачки по типу «найди 3 бумажки с кодом, чтобы открыть сейф с плюшками». Также мы можем найти в различных местах так называемые пряжи, из которых в будущем можно будет сшить новые шляпы. Но вы же поняли, шляпная девочка, шляпы. Смекаете? Усатый Атян говорит, что город мафии опаснее, чем может показаться на первый взгляд, попутно говоря, что наше топливо от корабля мусор, падающий с неба. Спасибо, очень приятно, дорогуша. Она предлагает нам помощь. Усатенькая показывает местонахождение первых часов. Мы мило и наивно просим дядю отдать нам нашу штучку. Но он оказался черствым мудачком, у которого мы отобрали зонтик, которым мы разнесли как изичей всех приспешников мафии. После мы забираем частицу времени. Упс, спойлер. И возвращаемся обратно на корабль. В принципе, в этом и заключается суть игры. Нам необходимо собрать все 40 штучек, открывая и проходя различные захватывающие уровни, которые абсолютно индивидуальны и особенны. Там даже босс-туалет есть! Сама игра наполнена забавным юмором для взрослых и не очень, в милой мимимишной обертке. Отличный платформер, который, на мой взгляд, не хуже того же Марио. А HeadKitка просто лучшая девочка. Ее смуктанец это просто пиз... Если честно, я не очень понимаю, почему у нас в СНГ странах Hat in Time так не зашла. На том же ютубе русскоязычного контента по этой игре практически нет, и я сам сейчас рискую набрать всего 2 просмотра. Но все же я делаю это видео не ради хайпа, а потому что мне стала интересна эта вселенная. Напоминаю про стримерский канал, ссылочка на него в описании. Мне нужна ваша поддержка, чтобы я в скором времени не перегорел. А чтобы меня сильно замотивировать делать новые прикольные видосы для вас, вам необходимо всего лишь поставить пожилой лайк, пробить молодую подписку, подрубить не очень старую кнопку всех уведомлений, написать свой кучерявый комментарий и по возможности поделиться этим видео со своими друзьями. Заранее огромное вам спасибо. Как говорится, всем смук dance и goodbyes.